Всем привет, с вами опять Костян и славный дружа Обломов. Сегодня мы будем кидать себе челлендж. Что будет за челлендж? Челлендж будет самый длинный и самый разнообразный, наверное, шашлык вообще во вселенной. Какие у нас могут возникнуть трудности? Не самый длинный, двухметровый. Двухметровый. Когда мы говорим длинный, это не просто длинный, это двухметровый. С какими трудностями можем столкнуться? Разные мясы, разное время прожарки. У нас будет 5 разных типов мяса, я так и понял. 5 маринадов, естественно. 5 маринадов, 5 типов мяса. Само собой, шампур будет еще по центру прогибаться. То есть по центру нам нужно будет как-то меньше жара. И нам нужно будет так подгадать, чтобы все примерно одинаково подготовилось. То есть какое-то мясо... естественно, чтобы ничего не сгорело и ничего сыромяткой не осталось. Очень часто для рецептов нам нужны... Ах ты ж ё! Это Pocketbook, ему пофиг. Pocketbook — спонсор нашего выпуска, ибо на нем круто смотреть рецепты. Pocketbook Aqua, сука, герметичный. Бумажные книги пачкаются, смартфон садится, а ридер Pocketbook пашет как родной. Безвредный для глаз экран, безопасная подсветка и, между прочим, ничего не мерцает, как на смартфонах. Даже на ярком солнце. Хоть ешь с него, ему пофиг, потому что Pocketbook влага, грязи защищен. Работает 2 месяца на одной зарядке и фирменная гарантия целых 3 года. И только 10 дней скидка 10% на любой Pocketbook по промокоду Рукремов. Ссылка в описании. Что у нас есть из мяса? Первое. Свиная шея, само собой, классика. Ну, куда ж без нее. Второе. Кролик. Третье. Ноги индейки. Четвертое. Говядинка. Говядинка, естественно, да. И пятое — это баранина. Ну, с розмарином, понятное дело. Ну, куда ж без него, да. Разрежем шею и покрошим лук. Я так понимаю, что так как шашлык огромный, то куски будут значительные, да? Ну, типа того, потому что Думаешь, на самом деле... что-то такое? Да, как-то так. Тем более шампур-то у нас тоже довольно толстый. Если мы... Так, как-то вот так. Если мы на шампур насадим маленькие кусочки, то они могут просто отвалиться. Ну и у нас много типов мяса, поэтому мы будем брать большие куски, но немного. Вот и вот. У нас будет прям такой, знаешь, классический, как это... с бараном, знаешь, на Кавказе шашлыки прям в голову ребенка. Не такие огромные делают вечно, и маринада тоже не жалеют, поэтому у нас как бы сегодня тоже так все будет чувствительно, и лучка в том числе. Лук — это не только вкус, но и мягкость. Само собой, из лука нам нужен сок, вы все это прекрасно знаете. Поэтому мы присаливаем Давай, мне сюда тоже. лучок, присаливаем, мы его жамкаем, вот, чтобы он начал давать сок. Да, это намного быстрее просто проникнет все в маринад, чтобы не ждать там, знаете, ночью, 10 часов и так далее. А, соответственно, вот снизу чуть-чуть, давай. Да, я предлагаю просто замешать все. Да, естественно. Вот так, и все, вот так заваливаем. Все равно сейчас нужно будет перемешивать, потому что еще дополнительно у нас специи пойдут. Отлично, пахнет. Запах лука — это топ. Соль, перец, лук. Ну и, конечно, кориандр. Дрожь заливает масло, а я размесю кориандр так, чтобы он проникал получше, поэтому, чтобы мелкие частички были. А я добавлю маслица. Обычное растительное, чтобы ничего не горело. И оливыча для аромату. Растительное маслице и оливыч. Тем временем подошел кориандр, как раз таки засыпаем. Все. Я думаю, что этому шашлу больше вообще ничего не надо. Ну, абсолютно Пускай полежит полчасика и окей. И, само собой, говядинка следующая. так, что мы будем с ней делать по специям? По специям будем, я думаю, что мариновать все в тане. Как ты считаешь? Слушай, говядина, она все-таки пожестче свинины, менее мраморная. Да. Кислиночка, все дела, сливочность. Пускай размягчится. Из необычных специй сюда пойдет сумах. Он добавляется, во-первых, для цвета, чтобы, знаете, придадим мраморности не мраморной говядине. Гранатовый цвет. Да, гранатовый цвет. Ну и небольшую кислинку из необычных классических кавказских специй, как раз таки. У нас мясо немного замороженное, ну да, ничего, большие куски. И оно пока маринуется и успеет разморозиться, так даже легче резать. И, естественно, для нежности, так сказать, немножко листиков тимьяна. Пускай тоже будет. У нас, само собой, есть и розмарин, но он мощный, и у нас есть баранина, и розмарин пойдет в баранину, а сюда тимьян. Итак, тимьян, соль. И, само собой, предварительно заливаем тан сюда сразу. Айранчик божественно. Закидывай. Так, чтобы все обволакивалось. Шикарно. Ну и, конечно же, необычная. У нас сумах. сейчас жидкая часть маринада, поэтому мы в нее не стесняемся. Класть много специй, большинство останется, само собой, в этом бульоне. О, смотри, сразу так краснеет молочко. Идеально. Баранина, что по ней? Тазобедренная часть, соответственно, мяса там много, но жилочки есть. Ты вот так, главное, основные там шкурки всякие сними.
Ну так, капелюшечку. Именно, жирок-то можно и оставить, хотя у барана, понимаешь, вот жирок некоторый, Пахнущий. курдюк такой, имеет возможность такую, знаешь, слегка не подпортить, а придать интересный такой. Да, и кому-то это нравится, кому-то не очень. Мне вот, знаешь, мощная тема баранья не особо. Ну а я тем временем с легонца, значит, измельчу розмарин. Просто вот так вот, в мелочь. Баранина, само собой. Соль, нормально так соли. Хорошенечко, да, куски большие. Ну и, конечно же, розмаринчик измельченный. А заливаем? Минералочкой. Она обладает размягчающими свойствами. Причем, когда сначала давайте вот так, чтобы розмарин там везде был. Вот. И заливаем так, чтобы минералки было не очень много, чтобы не совсем бульон был. То есть только-только покрывало. И стараемся не терять газ. Потому что вот эта вот газированность, она тоже размягчает, не только минералы. Пускай лежит. Так и что у нас по кролю? По кролю давай в кефире. Да, слушай, кроль, вот я небольшой фанат этого кроличьего аромата, а кефир он оттягивает. Как бы. Я бы не сказал по поводу аромата, а вот того, что он сухой, это вот точно. стопудово. Да. Поэтому давай, он у нас большой, поэтому и тазик большой. Собственно, сразу соли. Так. Пока нарезаем лучок и всякое, пускай чуть-чуть подпросолится. Тоже немножечко соли и жамкаем. Я думаю, здесь сделаем так. Сначала на полчасика его оставим чисто просолиться, а потом уже добавим кефир. Ну, просолиться с луком, Да, естественно. а потом зальем кефиром. Чуть слегка попозже кефирчика. Вот так. Когда уже соль прошла внутрь. Давай-ка я еще добавлю. Давай, отлично. Ну и присутствие птицы у нас будет индеечное. Да, само собой. И необычный маринад. Что у нас самое главное пойдет? Это рыбный соус. Вот у тебя здесь чашечка есть, но я думаю, что этого даже маловато будет. Самодельный. Слушай, это мощный, Самодельный, мощный. да, поэтому крутой. Запах рыбного соуса все знают. Слегка необычный. Слегка, я сказал, да? Необычный. Скажем так, кто катался в Азию, тот привык к этому и любит. Но прям в магазине, ну попробуйте купить, сначала понюхайте. Если у вас прям совсем типа, о господи, ладно, типа может это не того. ваше. Но после термообработки он вот такой крутой запах слегка теряет. Поэтому давай, нарезай, а я тем временем займусь гарниром. Да, слегка замороженная индейка. Мы возьмем какие части? Давай ноги, они на шашлык вот у нас пойдут хорошо. Соответственно, можно будет прекрасно их вдеть, так сказать, на шампур. Серое мясо, короче. Для того, чтобы сделать гарнир, я отчекрыжу ножки у шампиньонов и туда напихаю лучка и присолю. Собственно, на этом-то и все. На отдельный шампур это дело пойдет, именно чтобы у нас все одновременно приготовилось. А я, чтобы рыбный соус проникал поглубже, а у нас там еще будет чесночок, между прочим, я все это дело просто истыкаю вот так вот вилкой. Как говорится, берегись-ка лучше вилки. Как там, один удар, 4 дырки. Да, именно так. Если маринуете в рыбном соусе, солить не надо. Как и в соевом. Присаливаем внутри, естественно, потому что хочется, чтобы и грибы приготовились, и в это же время лучок тоже приготовился. Я постараюсь взять внутренние кольца, которые меньше диаметром, и замечательно всунуться вот так вот внутрь грибочка. И сверху тоже присолим. Итак, ноги. Чесночок офигенный. Костян, ты где взял однозубчиковый чеснок? Слушай, в магазине получилось так, что удачно попался. И это, кстати, необычный чеснок. Я, к сожалению, забыл его специальное название, но дело в том, что он обладает слегка другим ароматом. Вот попробуй. Да, он менее ядреный. Ну, окей. Так, порежем. Итак, чеснок, рыбный соус. Давай-ка еще, чтобы у нас Да, все, да, не то, нормально чтобы так. все покрывалось, поперемешиваем. Ну и острота, естественно. Острота. Чили? Да, чили, натуральный тайский. Ну, прям нормально будет остроты. Перемешиваем. И так дадим полежать, перемешивая постоянно. Хотя, знаешь что, давай это в пакет запихаем. Чего мы паримся? Отлично. Нога. И просто заливаем туда маринад.
Вот так. Зиплочим почти до конца, и можно высосать воздух. С остротой, заметьте. О, аромат прям как надо. Да, рыбный соус, острота — это то же самое. Чтоб высасывать воздух. Ну и запалим. Так, сначала кубики для разжиги. Так, пошел один. Нет, не пошел. Вот так, я слишком крутой. Ужасно. Вот, пошел, нормально. А сверху, соответственно, воткнем сами угольки. И потихонечку сверху вот так вот 4 горелки. Уголей нам понадобится довольно много, естественно. Вот так. Ждем-с. Ну, перед нанизыванием, само собой, слегка маслица, чтобы не погорело. И каждый раз, когда мы говорим слегка, мы фигачим много маслица. Но это само собой, пускай. Да, естественно, просто иначе что? Во-первых, высушится все моментально, во-вторых, Да. будет не очень. Поэтому давай попробуем как-то вот так вот. Нет, я хочу, чтобы Конечно, снаружи я были думаю, что эти вот так. части, а вот, соответственно, вовнутрь уже будем пихать. Я опять говорю вовнутрь, да? Нужно говорить просто внутрь. Мне больше Вот нравится так вот. вовнутрь. Да. Но это не отвалится, не развалится. А вот эти вот так вот части соединять. Ну и как раз поплотнее, чтобы тоже жарилось. Все, как говорится, нормально. О, разваливается. Ну да, здесь всегда есть такая да, вероятность. вот Ничего такая не поделаешь. вероятность. Ну ничего, взамен развалившимся сделаем не развалившиеся. А тем временем уголь почти готов, и мы делали... Куда же без собак? Вот куда без собак? Куда без собак на заднем фоне? Иди, здесь ничего интересного, у тебя жопа сгорит сейчас. Короче, мы делали кебаб, и он провисал. Но там мяса было немного, то есть 2-метровый кебаб, и он все равно провисал. Здесь мяса будет много, у нас огромные сочные куски. Здесь все провиснет до угля, поэтому мы вынуждены были сделать вот такую вот подпорочку. От этого наш шашлык не перестанет быть 2-метровым, но мы точно его не сожжем по центру. Ну, я не скажу, что ключевой момент, ключевой будет дальше. Ну, типа того. Но один из ключевых моментов — это нанизывание. Давай, я буду упираться, а ты будешь нанизывать вот на такой шампур 2-метровый шашлык, господа. Давай мы начнем с крольчатины. Как ты думаешь, мы его нанижем? Я думаю, что его даже связывать придется, но постараемся вдоль позвоночничка. Давай. Так, давай его вот так насадим. Ага. И... Так, А теперь давай я переверну, чтобы наверх шла нас. так. Вот так вот, да. Направляй, а я пихну. Так. Оба. Ну, крольчатинка висит, само собой. Да, обвяжем его еще чуть-чуть, я думаю. Да, и будет норм. Ну, так. Так, ну, его продвигаем или как? Да, давай продвигай сюда, соответственно, будем как бы к середине собирать. Так. Вот Этот, так вот. этот Первый. тварь висит. Следующий. Так, дальше у нас идет. Говядинка. Так. Огромные вот куски. Это, вот это лишний кусок был. Хорошо. И вот так. Да, вот. собирать, наверное, удобнее с одной стороны, либо с обеих сторон идти к центру. Как говорится. Вот так. Раз. Так. Следующий кусок. Сейчас он подъедет. Поехал, Два. поехал. 2. Мы не особо все прессуем, чтобы было пространство для творчества, как говорится. 3. 4. Так, по центру у нас будет жарко. Самое главное, чтобы в центре, где будет самый жар, соответственно, самая жирная свинья. Она не погорит, соответственно, свинья. Вот это куски. Вот это по-мужски. Здоровенные куски розмариново пахнущей баранинки. Вот так. Слушай, баран у нас довольно мясной достался, поэтому его как раз больше к краю. И, сломав косточку, нанизываем индейку, индейчьи ноги. Я так мыслю, что как раз вдоль кости, главное, чтобы проделась удачно. Вот так вот, вот нормально. Вот так вот, весь суставчик поломатый. Вот это поплотнее село, отлично. Ну и у нас будет вот такая вот змея из угля, чтобы для всего хватило.
Слушай, ну я подсыпал еще этого большого обычного угля. Слушай, я думаю, что нормально. Как раз прогреется, добавится жар и будет все вот то, что нужно. Ну, здоровые куски, да. Но здоровые куски. Если что, отодвинем. Никаких проблем. Ставим. Эх, погнали. Так, нам надо, чтобы как-нибудь... Ага, и слегка, Да. значит, Давай. вот здесь вот подраздвинуть. Вот так вот. Так, На меня чуточка. Вот так. на тебя. Слушай, ну вообще неплохо висит. Пока что есть возможность пододвинуть. Вот так вот как раз. Все, пускай висит. Неплохо. Ну и периодически крутим, смотрим, чтобы ничего нигде не подгорало. И соблюдаем температуру. Это готовится, знаешь, очень нежно и так далее. Соответственно, гребем угли как раз для того, чтобы соблюдалась температура. Чтобы вы понимали, в чем челлендж? В разных кусках мяса. Это да. И, естественно, разная температура. Там кости, тут кости, серое мясо, свинина, Баранина. говядина. И сейчас мы посмотрим, есть ли у нас навыки шашлычника. Знаешь, обычно диджеят шампурами, а мы будем диджеить углями. У нас нет другого выхода. Воу. Так, здесь полежка, здесь не уголь. Поэтому горелого нам не надо. Так, аккуратненько. Ох, ну и жара тут на 30 сантиметров не подойдешь, ё-моё. Говорят, работа диджея легкая. Это первый переворот. И что мы видим? И вот уже диджейство должно регулироваться, потому что вот смотри, как уже у индейки шкурка подгорела. Но нужно учитывать, что это рыбный соус, поэтому, видимо, здесь нужно разгрести. Рыбный соус дает охренительную корку. И тут у нас, смотрите, свинина слегка прихватилась. Говядина и баранина, ну такие норм уже, какая-то корочка. Кролик только-только начал готовиться. А индейку нужно разгребать. Да, вот Тут так. надо медленней, тут надо медленней. Все, вот так вот и будем сейчас работать. Прошло где-то минут 15, мы приняли решение разгрести уголь. Да, разгрести, потому что сначала все очень сильно горело, а вот теперь становится заметно, что, допустим, у меня говядина и здесь баранина, они не так сильно прожариваются. Поэтому как раз сейчас таки под них добавим угли обратно. Переворачиваем. Переворачиваем. О, из кролика потек сок. Все. Ну, это нормально. Что мы видим? Индеечка. Ну так, корочка у нее есть, Вот мы вовремя, как говорится, заметили. но ей практически ничего не нужно. Итак, что мы видим? Индеечка, уже корка пошла, поэтому разгребаем из-под нее. Дальше идет баранина, снизу она у нас была практически сырая, поэтому под нее сейчас слегка добавим. Свинья идет в середине, в общем-то неплохо, но я так считаю, что как раз можно примерно так и оставить, да? А вот говядинку мы слишком сильно разгребли, поэтому чуть-чуть под говядинку сейчас тоже добавим. Ну а кролик что, идет своим чередом, как бы. Кролик самый шикарно выглядит, все в порядке. Эй, вертаем. Очередной переворот, и вот теперь уже я смотрю, корочка задалась прям нормально так. Слушай, Ох, ты перчатки толстые. Вот, порядочек. это уже выглядит как шашлык. Да, типа того. Смотри, можно под свинью чуть-чуть пододвинуть, как думаешь? Свиняка. Да, можно подзолотить. Ага. Настало время последнего переворота. Естественно, кроля мы смотрим внутри, насколько прогрелось, и мы видим, что нужен последний переворот, а остальное мясо... Мы контролируем чисто визуально. Опа, По на меня. цвету. Вот так. У меня застрял палец. Чисто тыкаем его. Но тут все нормально прогрелось, только кролик, так как он толстый, и у него, собственно, кости, то есть он прогревается медленнее, нам еще 10 градусов нужно, 75 должно быть внутри. Чего мы добились? У индейки скукожилась с костей мяса, значит, что она, готова. Да. Полностью, да, готово, естественно. Свинина, говядина, баранина, все золотистое, все усело, то есть понятно, что, скорее всего... Самое замороченное был кролик. Кролик, вот да. с ним, да, пришлось подкрутить. Знаете, когда вот остальные мясо мы не трогали, то кролика вокруг своей оси пару раз перевернули. Я думаю, что все готово. Да, давай Давайте снимать. посмотрим. Ну и все, что нам осталось сделать, это здоровенный двухметровый шашел положить, смотрите, сок течет с кролика, Да, положить на тортильи или на лаваш. Так, давайте посмотрим, чтобы ни у кого не осталось сомнений, что у нас там что-то сырое или еще что-то. Сначала давайте
ножку индейки. Оп. И давайте посмотрим. Ну, я думаю, что особо вопросов нет. Ну, я из нее... Какие вопросы? Я из нее достаю кость, разрезаю. Все прекрасно. И очень сочно. Да. Далее. Баранинка. Велда новенькая. Слегка розовая, но это... Так это то, что нужно, потому что у нас баран, не забывай, он в принципе красный. Сам по себе у нас был какой кусок? По свинине, я думаю, вообще никаких вопросов нет. Тут всем все понятно. Это сочная свинина. Это... Офигенно. Говядина, соответственно, бордовая. Ну почему бордовая? Потому что сумах, он как раз и дает такую цветовую гамму, так сказать. Да. Ну и теперь пошел кролик. Это самое сложное, самое сухое мясо. Но и я смотрю, да. Никакой розовизны внутри особо это и... Да не особо, а вообще не видать. Ну и что, давай продегустируем. Я баранинку. Я индейку. Угу. Индейка сочная. Вот это тот самый вкус барана, который должен быть. Без вот лишнего курдюка. И очень насыщенный. Я тоже попробую барана. Нормально барана. Свинью мы попробуем вместе. Но. Свиной шашел. Классический, отличный свиной шашел. Мне нравится, что в маринаде мы все-таки добавляли разные вещи. Кориандр здесь чувствуется. То есть мы добавили его много, мы добавили его нормально. Все волдановенько для свинины прожарилось, ну, 0 вопросов. Мне кажется, удалось. Говядина следующая должна быть слегка кисловатой, потому что сумах. Давай пробовать. Давай, вот этот возьму. Ну, говядина все-таки слегка жестковата, не мраморная. Жесткая, это да. Но, если пожевать, то и вкусная. То есть, вот эти, как это, сумах мы добавили. Он дает аромат, кислинку. Но нужно понимать, что мы взяли на шашлык обычную говядину. Вкусненько, бюджетно. Очень. Но для тех, кто реально любит говядину, и, ну, наверное, если срезать ее совсем тоненько. И ты знаешь, она будет более сочной, если взять что-то помраморнее, так сказать. Да, безусловно. Даже если это будет не крутая часть мраморной говядины, там чак-ролл, что-нибудь такое. Ну, само собой. Сумах подходит отлично. Мне нравится цвет. Он такой, знаете, более необычный, да? Прям вот бордовый, такой насыщенный. Я не знаю, как это видно через камеру, возможно, кто-то скажет, Ну, о, да. сгорело. Сгорело. На самом Нет. деле она темно, не знаю, темно-красная, полукоричневая, вот такая. То есть здесь нет сгоревших частей. Насчет кислинки, которую обещали в сумахе, я бы не сказал. Я бы не Нет, сказал. Но чуть-чуть вкус есть, но интересно. на самой поверхности, скажем. Да. Ну и кролик. Давай. Кролик. Кролик, как всегда, слегка суховат. Особенно с поверхности. Может, если ближе к кости копнуть, будет что-то получше. Слушай, я думаю, будет хуже. За счет кефира, пожалуй, все-таки. У него нет такого, знаешь, прям кроличьего вкуса, вот этого нет. Сливочность небольшая. Есть небольшая сливочность, Да. и за счет нее он становится нежнее и сочнее. Неплохо. Вот. Неплохо. Но я скажу тебе честно, если бы я делал этот шашлык для себя, я бы свинину точно оставил, это вообще 0 Да. вопросов. Баран. Барана бы оставил и индейку, 0 вопросов. А я бы взял говядину по мраморке. И говядину мраморную, пожалуй. Кролик, ну его тушить хорошо. Вот. Вот. Это прекрасно, это съедобно, это там с соусом из греческого йогурта, великолепно. Да. Но не настолько, чтобы с этой тушкой париться, закрывать ее фольгой и Для всякое шашлыка, такое. пожалуй, нет. А с вами был Костян. Славный дружба Обломов. Огромное спасибо всем, кто ставит пальцы вверх. Кушайте много, кушайте вкусно. Всем пока. Остался гарнир попробовать, и мясо у нас, ну ладно, хорошо. Слушай, ну давай, короче, проанализируем. Свинину сразу, все, ее практически нет. Говядину, свинину, Да, смели. Чуть-чуть осталось да, баранины, кролика поточили, всем понравилось. Собственно, на самом деле свинина самая вкусная. Индейку тоже. И, кстати, надо сказать, что остроты-то особой, кстати, и не появилось. Да, здесь просто вот, кусочки мяса. Вот шкурка и чуть-чуть мяса внутри промариновалось. Да, забыли со про остротой. шампиньоны. Давай пробовать. Уже готовые, с лучком. Шампиньонов. Я вот вместе Мы с про лучком. них забыли немного. Пробуем. Хрустящие шампиньоны. А вместе с лучком классно. Очень нравится. Ну, с моего лучок отвалился. Отлично. Очень достойно. Сохраняет хрусткость лук, потому что он внутри сочного гриба. Вот. Гриб поджаривается, ну, типа 0 вопросов.